Всем привет! Это прививка персика на сливу. Двойная прививка. В конце видео напомните, чтобы срезал пенек. Вот это делалось в сентябре 24 года, а вот это летом 25 года. Вот этой прививки персика сейчас год, а вот этой скоро будет 2 года. Сейчас будет видео, как это делалось. Если вам это интересно, то не переключайтесь. А в конце видео еще включимся и рассмотрим подробнее. Приятного просмотра. Всем привет! 4 сентября. Это слива, на которую будем прививать персик. Это прирост этого года. Прививать будем вот сюда. Это будет прививка без пробуждения. Сперва срежем почку. Возможно, это даже цветочная почка. Всем видно? Вот так лучше. Если не видно, то говорите громко, чтобы я слышал. Ну, раз молчите, значит слышно. Да, когда выхожу из кадра, тоже кричите об этом громко-громко. Так. Видно? Точно. Теперь делаем ответку. Под этот щиток. Вот это можем убрать. Раз. Ну, примерно вот так. Чего-то много. Слишком широко взял. Да можно еще. Иди сюда. Вот так. Листок уберем. Ну, в принципе, можно было бы еще. Всем все видно точно.
Почку придерживаем, чтобы во время обматывания она не сместилась. И важно, стараемся перекрыть вот эти места, вот эти самые проблемные. Ну, ладно, вот так пусть будет. Вот этот листик нам тоже не нужен. Не переключайтесь. Пятое октября. 8 ноября. И опять привет. 1 апреля. Пора делать обрезку. Седьмое мая. 10 мая. 16 мая. Это уберем. И опять привет. 15 июня сегодня. Пенечек надо будет срезать на чистовой, напомните. Ленту тоже позже снимем и посмотрим срастание. Развитие нормальное. А вот на этот зеленый прирост давайте-ка сделаем еще одну прививку персика. Зеленая в зеленое. Сейчас я его вот так подрежу. А когда погода улучшится, то сделаем прививку. Иначе у нас дождь намечается.
Не переключайтесь. И опять привет. Достал веточку персика. И зайдем вот с этой стороны. Вот так. Так все нормально? Тогда секундочку. Вот так, думаю. Все довольны? Можно сделать вот так. А еще лучше вот так вот. Угу. Итак, выбираем такую почку, которая вот в идеале с одним листом. И в пазухе листа есть почка. Вот она. Ну, например, здесь и здесь есть. Видите, почка есть. Вот такая тоже пойдет в рост, но только позже. Ищем так, чтобы был виден силуэт почки. Вот это. Плюс нам еще надо подобрать по диаметру. Да, этот черенок даже толще. Опс, опс, вот так, вот так, вот так. Вот эту почку тогда возьмем. Видите, она больше подходит по диаметру. Давайте пока вот так чикнем. Вот это наша почка. Здесь потом обрежем, чтобы пока было удобно держаться. Так. Давайте вот сюда прям прививать. Вот так вот. Чтобы и этот пенек обойти. Тогда вас чуть-чуть так пониже. Оп. Упс. Ножик. Прививать будем в приклад. Так, хоп. Так, делаем надрез. Чем надрез будет длиннее, тем лучше. Давайте приблизим. Вот так. О, так хорошо. Ну, в принципе,
Я в кадре. Так. Совмещать будем вот с верхней стороны. Видно? Сейчас пару витков, а потом поставим как нам надо. С лентой слегка переборщил, конечно. И обязательно закрываем фольгой. Давайте вот так. Все, теперь самое главное не переключаться, и все будет у нас получаться. Дин-дин-дин. Бим-бим-бим. Тю-дин. И опять привет, 20 июня. Здесь все хорошо. Смотрим здесь. Нет, черешок держится. Фольгу тоже пока оставляем. И опять привет, 25 июня сегодня. Фольгу пока оставим. Развитие хорошее. Болезней нет. Пенек надо убрать. Что вы не напоминаете? Надо срезать. И опять привет. 30 июня. Надо пенек срезать.
Взял секатор. Так, развитие здесь отличное. А вот здесь давайте отсюда выглянем. Вроде живой. Так, фольгу убираем. Пенечек. Момент. Легким движением руки. Не переключайтесь. 5 июля. Двадцать 26 июля. Так. А здесь такое развитие. Давайте уберем точку роста. Так, а наверх вот такое развитие здесь. Это лист, побитый после дождя, после затяжных дождей. Не переключайтесь. Пим. И опять привет. 6 августа сегодня. Хотел сказать июля. Хочу снять обвязку. Вы не против? Так. Штатива нет. О. Муравьи под ногами крутятся, крутятся. Вот так вот.
Ну, срастание вполне приличное. Я доволен. Теперь дело пойдет быстрее. Двадцать 5 августа. Такое развитие. Так. Ищем плодовые почки. Нет, пока не вижу. А здесь проблем. И тут поработала цикадка или восточная плодожорка. Пятнадцатое сентября. Это вариант номер 2. Целое дерево здесь. Двадцать 3 сентября сегодня. Пятнадцатое октября. Двенадцатое ноября. И опять привет. 20 декабря. У нас уже был снег, сошел. Скоро будут опять морозы. Так, сейчас я хочу немного подрезать вот так вверх
Особенно вот эти тонкие веточки. Видно? Для чего? Зимой у нас все-таки бывает оттепель. Например, в прошлом году, в январе, было до плюс 20, а в феврале минус 20, наоборот. И во время оттепели древесина все-таки оживает и начинает питать почки. И большее питание получают верхние почки. А весной во время обрезки мы как раз вот эти части и убираем. Сейчас я хочу вот эти части чикнуть. Ну, вот здесь оставим цветочные. Чтобы питание доставалось этим почкам. А весной посмотрим, прав я был или нет. Весной, например, вот эти ветки все равно надо будет удалить. Видите? Так что давайте их чикнем вот так. Типа на пенек. Весной все равно обрежем. А вот эту, может, оставим на плодоношение. Вот здесь есть почка. Короче, режем с запасом. Ее давайте. А это вторая серия. Не переключайтесь. 3 января. Тридцать 1 марта. Осенняя прививка, летняя прививка. На летней цветочных почек вроде нет. Здесь есть. Пятое апреля. На летнем цветочных почек нет, а вот на осеннем есть. О, а это наши воробьи. Десятое апреля. На осеннее цветение есть, на летнее нету. Показываю, как есть. Шестнадцатое апреля. Здесь цветов нет. Здесь есть. Двадцать 1 апреля. Двадцать 7 апреля. Почти все то же самое. Первое мая.
Здесь цветов нет. Здесь есть. Но вот эту верхнюю часть, наверное, придется срезать. Хотя бы какую-то. Так как когда буду натягивать вот антиградовую сетку, то она, возможно, будет мешать. Но это еще посмотрим позже. Кстати, опять воробьи. Общи! Ладно. Всем добра. 10 мая. Вот это слива, а это уже персик. Это летний вариант, как мы помним. И завязи здесь нет. Осенний вариант есть завязь. Но сетка антиградовая слишком близко, когда пойдет рост. И хочу немного подрезать. Если вот отсюда посмотреть, то хочется удалить вот центральную часть. Вот эти жалко. Но вот будет пару плодов для пробы. А вот эту ветку подрежу вот здесь, чтобы вот плод сохранить. Угу. Попробую сразу это чикнуть. Оставлю пенек на потом. Опс. Так. А вот здесь, где есть плод, вот плод. Давайте чикнем вот эту часть. Опс. Так. Вот здесь, где есть плод, вот. И можем вот так чикнуть. Опс. Если что, сделаем прищипку. И вот здесь вот плод. Вот так чикнем, чтобы направление было сюда. Вот так вот. Итак, у нас есть раз, два, три плода. Ну, чтобы распробовать. 15 мая. Двадцать 23 мая. Лето, осень. Есть несколько плодов. Восемнадцатое июня. Время активного роста персика. Плод на осенней прививке. На летней нет. Нужно вот это подрезать, кстати. А то это растет вовнутрь. Давайте вот так уберем. И вот этот исправим с переводом наружу. Вот еще один маленький. Видно, на осени. А здесь вот это слива, да? Прививка. И вот этот лист, первые листья, они тоже на сливу похожи, нет? Хотя это уже персик.
Только мне одному так кажется. У нас частые дожди и лист побитый. Шп. 6 июля. Осень, лето. На лете плодов нет. Но развитие прям мощное. Надо чуть подрезать, кстати. Вот сюда переведем. И чуть-чуть чикнем. И здесь чикнем. И здесь. А то у нас вот же виноградник. Так, на осени есть один плод. Видно. Контрольный. И опять привет. Финальная часть нашего видео. И смотрим срастание. Это осень. Почти за 2 года. Это лето. Пенек. Кстати, вот этот тоже подрезал. Плодов здесь нет. Остался один плод на осени. Так, вот макушку тоже можем подрезать. Чуть-чуть. Давайте еще с этой стороны зайдем. Скоро затянется. Так, здесь тоже все нормально. Но всего один плод. Кстати, тут рядом делалась еще подобная прививка, такая же двойная. Осень, лето. Тоже разные сорта. Но здесь на лете 2 плода и на осени 2. Это будет позже видео, когда плоды созреют. На этом все. Всем желаю крепкого здоровья, хороших, удачных прививок, вкусных персиков и, конечно, мирного неба. Пусть и с тучами, но мирного. Пока-пока.